Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. История вустерского монстра в свое время потрясла всю Британию. Мужчина, присматривавший за 3 детьми, жестоко с ними расправился и насадил тела малышей на колья забора возле их дома. Долгое время тайна личности маньяка не раскрывалась. Убийца, несмотря на весь кошмар, содеянный им, все еще обладал базовыми гражданскими правами. И вот недавно покров тайны с историей убийцы из Вустера был снят. Группа представителей прессы после долгого судебного разбирательства убедила суд раскрыть имя преступника. Сыграла свою роль и вмешательство матери убитых детей. Женщина неоднократно заявляла, что официально признанные виновными в подобного рода преступлениях вообще не имеют права ссылаться на гражданские свободы. Ведь разве имеет право убийца 3 детей считать себя полноправным гражданином? Дэвид Энтони МакГриви. Массовый убийца из Англии, который в 1973 году, напившись, убил 3 детей в возрасте 4, 2 лет и 9 месяцев. Родился в 1951 году в Саутпорте, Ланкашир, в семье Томаса и Беллы МакГриви. У них было 6 детей, Дэвид был вторым. Его отец был сержантом в британской армии, и семья была вынуждена часто переезжать между разными армейскими постами. В 1967 году Дэвид МакГриви бросил школу и пошел служить на флот, планируя построить карьеру. Однако он был уволен из военно-морского флота в августе 1971 года после того, как предстал перед военным трибуналом за поджог, уничтоживший кают-компанию. После вернулся к своим родителям в Устершир. У Дэвида была жена, которая вскоре развелась с ним. На то время безуспешно старался устроиться на работу, но отовсюду был уволен. У него начались проблемы с алкоголем. 1972 год. Не имея возможности жить со своими родителями, МакГриви начал жить в пансионе вместе со своим другом Клайвом Ральфом и его женой Элси, и их 2 маленькими детьми, Полом и Доун Марией. Клайв и Элси были школьными друзьями, и между ними была разница в возрасте в 5 лет. Они поженились в сентябре 1968 года, когда Элси было 16, и она была беременна Полом. Они жили на улице Гиллом в районе Рейнбоу-Хилл в Вустере. На момент переезда МакГриви Элси была беременна 3-м ребенком Ральфов, Самантой Джейн, которая родилась в сентябре 1972 года. Элси Ральф, которая позже вторично вышла замуж и стала носить имена Элси Ури или Дороти Ури, вспоминала в телевизионном интервью много лет спустя, что МакГриви работал на фабрике. Он платил 6 фунтов стерлингов в неделю за аренду жилья, а также иногда готовил воскресный ужин. Хотя в 1973 году газеты сообщали, что у Дэвида и Элси был роман, Элси отрицала это. Клайв Ральф работал у своего отца водителем грузовика. Когда малышке Саманте было около 7 месяцев, Элси стала барменшей в пабе «Паунчбал» в поместье Рангсвуд в Вустере, примерно в 2 милях от дома Ральфа. Поскольку Клайв и Элси были заняты работой, МакГриви выполнял обязанности няни для детей Ральфа. В то время семья и соседи МакГриви, а также Ральфы, знали его как человека, который любил детей, и в том числе детей Ральфа. По словам Элси, он часто играл с ее детьми, и они относились к нему как к второму отцу. Пятница, 13 апреля 1973 года. МакГриви, который был известен как заядлый выпивоха с буйным нравом в состоянии алкогольного опьянения,
Ранее тем вечером вместе с другом отправился в близлежащий паб на Аствуд-Роуд, где выпил 5-7 пинт пива. Двое мужчин играли в карты и дартс, хоть перед выходом из паба произошла небольшая ссора после того, как МакГриви потушил сигарету в пиве своего друга. В целом вечер проходил спокойно. Клайв забрал МакГриви из Воск-холла и привел его домой, чтобы тот присмотрел за детьми, пока Клайв забирает Элси с работы. Где-то между 10:15 и 11:15 вечера пьяный МакГриви разозлился на детей Ральфа, начиная с маленькой дочери Ральфа, Саманты. Девочка плакала из-за своей бутылочки, и Дэвида это взбесило. Впав в ярость, он поочередно убил 3 детей с особой жестокостью. Дети были убиты по-разному. Пол был задушен, Дон был найден с перерезанным горлом, а Саманта умерла от серьезных переломов черепа. После он отправился в подвал, откуда взял кирку, и изувечил тела детей. Позже Дэвид решил избавиться от трупов. Вырыть им могилу, однако, мужчина не смог. Перед тем, как убежать с места преступления, он натянул тела детей на кованый соседский забор в виде острых пик. МакГриви был арестован полицией в 3:50 утра, когда шел по Лэнсдаун-роуд, недалеко от дома Ральфов. По сообщениям, после своего ареста первое, что он спросил, что все это значит. Сначала МакГриви отрицал какую-либо ответственность, но несколько часов спустя сказал: «Это был я, но это был не я», после чего он подробно описал, что сделал. Он рассказал полиции: «Я зажал ей, Саманте, рот рукой, после этого все пошло прахом. Я сделал все это в доме. На поле я использовал провод, я собирался похоронить его, но не смог. Я вышел на улицу и повесил их на забор. Все, что я мог слышать, это «дети, дети, дети». И единственным объяснением этих чудовищных убийств было то, что малышка не переставала плакать. 28 июня 1973 года МакГриви предстал перед судом и признал себя виновным в убийствах всех 3 детей Ральфа. Слушание длилось всего 8 минут, потому что МакГриви признал себя виновным, и не было никаких заявлений защиты, никакого мотива и никакого случая умаления ответственности. МакГриви был приговорен к нескольким пожизненным срокам с минимальным сроком в 20 лет. В тюрьме он часто подвергался жестокому обращению со стороны других заключенных и провел большую часть своих 45 лет за решеткой в защищенных условиях. Сообщалось, что он успешно адаптировался, прошел курс реабилитации и занялся живописью. Из-за жестокости преступления МакГриви стал известен как «монстр из Вустера» и был предметом значительного освещения в прессе во время преступления. Бывший редактор Павел Конный выразил мнение, что, хотя люди помнили преступление, имя Дэвида МакГриви нехорошо запомнили из-за отсутствия продолжительного судебного разбирательства, сопровождающим закрытием дела. В 2006 году МакГриви снова попал в заголовки новостей после того, как его перевели в тюрьму открытого типа и разрешили остаться в общежитии для освобожденных под залог в Ливерпуле. Газета The Sun обнаружила и опубликовала эту договоренность, поместив на первой полосе фотографию МакГриви, освобожденного по временному разрешению, идущего по улице Ливерпуля, что привело к переводу МакГриви обратно в закрытую тюрьму. В 2006 году, когда МакГриви был сфотографирован в день освобождения в Ливерпуле, «Я увидела его фотографии, и меня чуть не стошнило», — говорит Дороти. «Я не могла поверить, что он был на улице среди людей, среди детей. Служба поддержки потерпевших объяснила, что МакГриви имел право подать заявление об условно-досрочном освобождении. Тогда я поняла, что никогда не успокоюсь, пока он не умрет». В 2009 году он снова подал прошение об условно-досрочном освобождении, и ему было отказано, но каждый раз, когда он это делает, я боюсь, что его выпустят. После того, как фотографии были опубликованы, МакГриви подал заявку и получил приказ об анонимности. Он сказал, что если его действия будут преданы гласности, он подвергнется опасности со стороны линчевателей. Тем временем Дороти познала весь ужас убийства. «Я всегда была защищена от деталей. Я попросила друга зайти в интернет и поискать его имя. Именно тогда я прочитала, как он их пытал и убивал. Это было похоже на возвращение к исходной точке. 3 года назад, после смерти Фрэнка, она переехала к новому партнеру Бобу, но ей слишком больно находиться рядом, когда его навещают дети и внуки.
В 2009 году Высокий суд выдал распоряжение об анонимности во время разбирательства в комиссии по условно-досрочному освобождению. Приказу воспротивились британская пресса и Ассоциация прессы при поддержке государственного секретаря по вопросам юстиции, который утверждал, что создание такого прецедента предотвратило бы освещение опасных преступников. Постановление было отменено 21 мая 2013 года лордом-судьей Пичфордом апелляционного суда Англии и Уэльса и господином судьей Саймоном Высокого суда на основании важности общественного интереса к возможному освобождению опасного преступника и отсутствия непосредственной опасности для МакГриви. Отмена постановления об анонимности придала новый виток огласки делу 40-летней давности. В результате противоречивого судебного решения, принятого в 2009 году, ему было позволено сохранить свою анонимность, когда его адвокаты настояли на том, что он может воспользоваться правом человека на хранение своей личности в секрете. МакГриви уже 2 раза подвергался нападениям со стороны других заключенных, и его адвокаты заявили, что раскрытие его личности приведет к дальнейшим нападениям. Тем не менее, его анонимность была отозвана в этом году, хотя за МакГриви оставили право изменить свое имя в будущем. Он безуспешно подавал свои апелляции на досрочное освобождение 8 раз и не имел намерения прекращать. В декабре 2018 года, после слушания по делу об условно-досрочном освобождении, в отчете отметили, что он действительно исправился за 45 лет заключения, и убийца, наконец, получил свое условно-досрочное освобождение. Мать детей Элси Урри, которая также была известна как Дороти, рассказала The Sun: «То, что это животное сделало с моими детьми, было ничуть не хуже того, что сделали убийцы Мавров, но Йен Брейди и Майра Хиндли так и не покинули тюрьму перед смертью. Так какого черта он должен? Ради бога, он насадил моих детей на шипы, он искалечил их, и они умерли в мучениях. Я хотела, чтобы он умер и страдал так же, как они, но после суда меня заверили, что его преступление было настолько ужасным, что он никогда больше не выйдет на свободу. Но несмотря на то, что я умоляла их держать его в заперти, меня предали, они выпустили его. С тем же успехом он мог убить меня», — говорит Дороти. «Я потеряла своих детей, мужа, свой дом, свое здравомыслие, все из-за него. Я не найду покоя, пока он не умрет и меня не похоронят вместе с моими детьми». Она вспоминала, как накануне той трагической пятницы в последний раз поцеловала своих детей на ночь. На следующий день они смотрели свои любимые телепередачи в слоте BBC «Watch with Mother». Пол играл со своими игрушками-тракторами и прицепами, пока Дон одевала своих кукол. В тот вечер Дороти приготовила ужин и оставила мужа Клайва, Ральфа и детей, а сама пошла на работу в местный паб. Это решение не дает ей покоя 4 долгих десятилетия спустя. «Клайв оставил Дэвида с детьми и приехал за мной в 11 часов», — говорит она. «Но когда мы подъехали к дому, на пороге стоял полицейский. Я думала, что что-то случилось с одним из моих родителей и что Дэвид все еще находится в доме и присматривает за моими детьми. Но в участке нам сказали, что все 3 были убиты, и Дэвид признал это. Больше ничего не могу вспомнить. Я винила себя в том, что произошло. Я все еще делаю это. Если бы я не была на работе, они бы все еще были здесь. Но я не могу понять, как это произошло. Дэвид великолепно ладил с детьми и даже жил в одной комнате с Полом. Я не могу узнать человека, который сделал это с моими малышками». Дороти и Клайву не разрешили вернуться в свой дом, потому что это было местом преступления. Им даже не разрешили увидеть тела в морге. Все, что мне хотелось, это увидеть своих малышей в последний раз. Мне хотелось взять их на руки и попрощаться. Я все думала, что кто-то скажет мне, что произошла ужасная ошибка и что они чьи-то чужие дети, или что Дэвид солгал. Дороти осталась в доме своей сестры Энн, а ее муж вернулся к своим родителям. Мы просто перестали разговаривать друг с другом. Я не могла справиться с мыслью, что буду жить без детей. Каждый день видеть 2 детей Энн разрывало меня на части. Я не могла смириться с тем фактом, что они все еще были здесь, а мои дети нет. Врач прописал успокоительные и антидепрессанты, и однажды ночью я их все проглотила. Я потеряла сознание, думая, что собираюсь присоединиться к своим детям, но Энн нашла меня.
Когда на следующий день я проснулась в больничной палате, это было все равно, что потерять их снова. Я не была по-настоящему счастлива ни одного дня с тех пор, как они умерли. После похорон и после того, как МакГриви приговорили к пожизненному заключению, брак Дороти распался. Ее воспоминания о следующих годах смутны. Я помню 3 маленьких белых гроба на похоронах и пребывание в крематории с родителями. Но это все. Моя жизнь превратилась в туман ужасной боли и лекарств, которые мне прописали. Я даже не вернулась домой за вещами, потому что это было слишком больно. У меня не было ни фотографий детей, ни их игрушек. У меня была только одна маленькая фотография, которую мне дала сестра. Единственное, что приносило мне утешение, это знание того, что МакГриви будет сидеть в тюрьме пожизненно. В 1978 году Дороти вышла замуж за Фрэнка Гарри, друга ее родителей, но детей у нее больше не было. У меня были осложнения во время 3-й беременности, поэтому я не могла больше рожать, говорит она. Я бы все равно не сделала этого. Ничто не могло заменить мне того, что у меня было, потому что они были идеальны. Я даже терпеть не могла находиться рядом с детьми, особенно в своей семье. Я не хожу ни на дни рождения и крестины племянников и племянниц. Не то чтобы я их не любила, но их вид — постоянное напоминание о том, что моих 3 детей больше нет. Это заставляет меня задуматься о том, как они бы выглядели сейчас. Интересно, на ком бы они женились или вышли замуж? Стала бы я бабушкой? Все те вещи, которые я с нетерпением ждала, ушли. В августе комиссия по условно-досрочному освобождению еще раз рассмотрит вопрос о том, готов ли МакГриви к реинтеграции в общество. Дороти написала письмо с просьбой оставить его за решеткой. Долгое время я хотела ответов, но теперь я знаю, что не получу их, поэтому я просто хочу его смерти. В документе комиссии по условно-досрочному освобождению по делу МакГриви содержится ссылка на личное заявление матери жертвы, в котором излагается разрушительный эффект, который эти смерти оказали на нее и продолжают оказывать. В документе говорится, что за 45 лет заключения МакГриви значительно изменился. В нем добавлено: он развил самоконтроль, а также значительное понимание проблем, которые у него были, и того, что их вызвало. Психолог определил ряд факторов, которые снижают вероятность того, что мистер МакГриви совершит повторное преступление в будущем. К ним относится его улучшившийся самоконтроль и тот факт, что мистер МакГриви научился сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Он также показал себя послушным и сотрудничающим с властями, что предполагает, что он будет соблюдать условия лицензии. Сеть поддерживающих друзей в сообществе также была определена как защитный фактор. Комиссия по условно-досрочному освобождению заявила: «Мы можем подтвердить, что комиссия по условно-досрочному освобождению распорядилась освободить Дэвида МакГриви после устного слушания. Решение комиссии по условно-досрочному освобождению сосредоточено исключительно на том, будет ли заключенный представлять значительный риск для общества после его освобождения. Комиссия тщательно изучит целый ряд доказательств, включая детали первоначальных улик и любые свидетельства изменения поведения. Мы делаем это с большой осторожностью, и общественная безопасность является нашим приоритетом номер 1. Итак, что вы думаете насчет такого освобождения? Справедливо ли то, что его выпустили по условно-досрочному, учитывая жестокость преступления? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь, но перед этим не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.